Попробуйте полностью запретить себе сладкое, и уже к вечеру обычная шоколадка начнет казаться самым важным событием дня. Чем сильнее вы повторяете себе «нельзя», тем чаще мозг возвращается к тому, что вы запретили. В японской культуре есть более хитрый подход. Сладкое не обязательно объявлять врагом, достаточно изменить то, как, когда и в каком количестве оно появляется перед вами. Сегодня разберем 5 деталей этой системы. И последнее объясняет, почему сила воли здесь почти ни при чем. За последние несколько видео мы уже не раз разбирали японские привычки, которые помогают есть умереннее, и сегодня я хочу продолжить эту тему и отдельно поговорить о сладком, потому что именно здесь большинство советов перестает работать. Человеку говорят отказаться от сахара, держаться, терпеть, заменить десерт силой характера. Несколько дней он действительно контролирует себя, а затем съедает больше, чем собирался, после чего решает, что ему снова не хватило дисциплины. Сразу уберем красивый миф. Не каждый японец питается идеально. В современной Японии тоже есть сладкие напитки, шоколад, мороженое, выпечка и магазины, работающие круглосуточно. Дело не в особой генетике и не в волшебном продукте. Разница заметна в традиционном отношении к десерту. Сладкое чаще выглядит как отдельное небольшое событие, а не как бесконечный фон, который сопровождает работу, дорогу, сериал и вечерний разговор. Первый принцип звучит неожиданно. Сладкое не превращают в запретный приз. Когда человек говорит себе, что больше никогда не съест ни одной конфеты, мозг не забывает о конфетах, наоборот, он начинает замечать их повсюду. А если человек все-таки нарушает собственный запрет, появляется опасная мысль. Раз я уже сорвался, сегодня можно все, поэтому один кусочек незаметно превращается в целую упаковку. Совсем иначе работает разрешение с понятной границей. Я могу съесть десерт, но сначала выберу, что именно хочу, положу отдельную порцию и на этом закончу. Здесь нет внутренней войны, поэтому сладость теряет часть своей власти, вам не нужно наедаться впрок, будто завтра ее навсегда отнимут. Вы знаете, что сможете съесть ее и в другой день, а значит, сегодняшняя порция больше не кажется последним шансом. Второй принцип виден еще до первого кусочка. Размер порции определяется заранее. Традиционная японская сладость вагаси часто подается как одно небольшое изделие. Это может быть моти, мандзю, йокон или сладость из риса и бобовой пасты. При этом она не обязательно содержит мало сахара и не становится автоматически полезной, ее преимущество в другом. У десерта уже есть форма, граница и понятный конец. Сравните два момента. В первом вы берете большую пачку печенья, садитесь перед экраном и каждый раз решаете взять еще одно или остановиться. Во втором перед вами лежит одна выбранная сладость на маленькой тарелке. Кажется, что решение принимает один и тот же человек, но условия совершенно разные. В первом случае остановку приходится выбирать 10 раз, во втором большая часть решения была принята еще до начала еды. Эксперименты с закусками и сладостями показывают, что размер отдельных кусочков и поданной порции действительно может менять количество съеденного. Человек часто ориентируется не только на голод, но и на то, сколько еды видит перед собой. Большая упаковка незаметно становится подсказкой, что это и есть нормальное количество, поэтому иногда полезнее не убеждать себя остановиться, а заранее убрать лишнее из поля зрения. Третий принцип. Сладость должна быть замечена. В японской чайной традиции вагаси выбирают не только по вкусу. Значение имеют форма, цвет и сезон. Весной сладость может напоминать цветок сакуры, осенью – лист или плод. Человек сначала рассматривает десерт, затем пробует его с чаем, и удовольствие создается не только количеством сахара. Оно складывается из ожидания, внешнего вида, аромата, текстуры и самого момента. И здесь появляется важная разница. Можно съесть 5 конфет и почти не заметить их, пока внимание находится в телефоне, а можно получить больше впечатлений от одной сладости, если действительно чувствовать ее вкус. Внимательное питание не является магией и не гарантирует, что человек всегда остановится вовремя, но оно возвращает мозгу информацию, которую экран обычно заглушает. Вкус уже знаком, первое удовольствие ослабевает, продолжение больше не дает того же эффекта. Вспомните первый кусочек любимого десерта, обычно он кажется самым ярким, второй все еще приятный, а к пятому вкус почти не меняется, хотя рука продолжает двигаться. Мы часто едим дальше не потому, что удовольствие растет, а потому что действие уже запущено, поэтому маленькая пауза после нескольких кусочков нужна не для проверки силы воли, а чтобы успеть заметить, я все еще наслаждаюсь или просто продолжаю.
Четвертый принцип. Сладкое не маскирует под постоянный источник энергии. Одна из самых незаметных проблем появляется не в десерте после еды, а в сладком вкусе, который тянется через весь день. Кофе с сиропом утром, напиток во время работы, несколько печений между делами, еще что-нибудь вечером. Ни один момент не кажется серьезным, но у сладкого нет начала и конца. Поэтому мозг привыкает регулярно ждать следующую быструю награду. Гораздо легче управлять одним заметным десертом, чем десятком маленьких решений, которые вы почти не запомнили. Смысл не в том, чтобы установить жесткое время и тревожно смотреть на часы, а в том, чтобы вернуть сладкому отдельное место. Не носить упаковку за собой, не оставлять ее открытой возле компьютера, не превращать каждый чай или кофе в автоматический повод что-нибудь добавить. Пятый принцип, возможно, самый важный. Японская система часто опирается не на характер человека, а на оформление среды. Небольшая посуда, отдельная порция, закрытая упаковка, чай рядом и отсутствие огромного запаса прямо перед глазами создают несколько незаметных границ. Ни одна из них не запрещает продолжить, но для продолжения нужно принять новое решение. Встать, открыть упаковку, снова положить сладость на тарелку. Именно эта короткая пауза меняет поведение сильнее, чем кажется, когда еда лежит на расстоянии вытянутой руки, действие происходит автоматически, но если за следующей порцией нужно подняться, мозг получает время спросить: «Я действительно хочу еще» или просто повторяю движение. Не всегда ответ будет «нет», и это нормально. Задача не в том, чтобы каждый раз победить себя, а в том, чтобы хотя бы заметить момент выбора. Попробуйте провести простой эксперимент. Выберите сладость, которую действительно любите, а не ту, которую едите по привычке. Положите одну обычную порцию на тарелку, остальное уберите, приготовьте чай или воду и на несколько минут отложите телефон. Ешьте не специально медленно и не превращайте это в упражнение, просто обратите внимание на первый вкус, середину и момент, когда удовольствие начинает слабеть. Если после этого все еще хочется продолжить, можно взять еще немного. Здесь нет провала и нет наказания. Но важно снова сделать выбор осознанно, а не продолжать только потому, что упаковка осталась открытой. Так сладкое постепенно перестает быть испытанием, которое нужно выдержать, и становится обычной частью жизни, у которой есть начало, удовольствие и завершение. И вот мое личное мнение: мне кажется, мы часто проигрываем сладкому не потому, что любим его слишком сильно, а потому что сначала делаем его запретным, затем едим незаметно, а после обвиняем себя. Я бы не пытался полностью убрать сладкое из жизни, я бы вернул ему границы и ценность. Лучше один десерт, который вы действительно выбрали и почувствовали, чем целая пачка, вкуса которой почти не помните. Честно скажу, я сам очень люблю сладкое, особенно торт «Молочная девочка». Но при этом я стараюсь действовать по тем же правилам, о которых рассказал выше. Заранее определяю порцию, не ем на автомате и стараюсь действительно чувствовать вкус, а не просто доедать. Сегодня ничего не запрещайте, просто проверьте один принцип. Заранее определите порцию, уберите упаковку и съешьте сладость без телефона, а затем честно ответьте себе, в какой момент удовольствие стало слабее. И мне правда интересно, напишите в комментариях, какие сладости вы любите больше всего и из какого вы города. Давайте посмотрим, где живут самые большие любители десертов.